Добрый день! Сегодня будем подключать диммеры. Задача диммеров – регулировать яркость свечения электрических световых приборов. Благодаря своим конструктивным особенностям диммеры легко ставятся вместо обычных выключателей и имеют такую же схему подключения. Простейшие диммеры, принцип действия которых основан на применении переменного резистора, могут управлять только лампами накаливания. Если поставить обычную светодиодную лампу, работать она будет неправильно и быстро выйдет из строя. Поэтому, если вы хотите управлять диммером светодиодными лампами, нужно приобретать специальные диммируемые светодиодные лампы. Существует ряд требований при подключении диммера. Мощность светильника не должна быть ниже 40 Вт. На разрыв обязательно должен идти фазный провод. Подключать ноль категорически нельзя. И мощность диммера должна превышать суммарную мощь управляемых ламп. У нас диммер на 800 Вт, поэтому суммарная мощность ламп не должна превышать 600-700 Вт. Берем небольшой запас по мощности. На стенде я разместил диммер, светильник, распределительную коробку, к которой подходит питающий кабель. У питающего кабеля фазный провод белого цвета, нулевой провод синего цвета. К диммеру также подходит двухжильный провод. Еще раз обращаю внимание, что диммер должен работать на разрыв фазного провода. Перед тем, как проводить подключение, убеждаемся в отсутствии напряжения на питающем проводе. Для этого можно использовать индикаторную отвертку. Подключение на схеме выглядит следующим образом. Это распределительная коробка. Это диммер. И непосредственно светильник. К распределительной коробке подходит питающий кабель. Это фаза. К диммеру также подходит двухжильный провод. И два провода идут непосредственно к светильнику. Соединяем фазный провод со входом диммера. Выходной провод от диммера соединяем со входом лампы. Это провод, который должен идти к центральному выводу патрона лампочки. И далее провод от лампы соединяем с нулевым проводом питающего кабеля. Вот такая простая схема подключения. Подключение проводов в самом диммере очень простое. Это обычно винтовые зажимы. К этому контакту мы подводим входящий провод. И к этому контакту мы подводим провод, который из диммера уходит к распределительной коробке. Теперь проверяем работу схемы. Подключаем электричество. Включаем диммер. Лампочка загорается, и диммер ею управляет. Теперь попробуем подключить обычную светодиодную лампу. Включаем диммер. Происходит вспышка. Начинаем вращать. До середины оборота никакой реакции не происходит. И потом лампа практически сразу полностью загорается. То есть управлять диммером яркостью не получается. Это происходит из-за того, что драйвер в лампе компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока светодиодов. Теперь подключим диммируемую светодиодную лампу. Включаем диммер. И фактически сразу лампочка загорается с минимальным накалом. Вращаем диммер. Яркость плавно увеличивается. Управлять яркостью такой лампы мы можем, потому что в ней есть специальный драйвер, который управляет яркостью. При диммировании такой лампы световая температура практически не меняется. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам самого наилучшего.